Вот. Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Смотрите, что делается. Тля, значит, нужно уже обрабатывать. Часть я вчера обработала. Сейчас расскажу раствор какой. А вот часть нужно продолжать и обрабатывать, потому что ночи все-таки прохладные, и биопрепараты не сработают. Идеально, когда уже становится тепло. Что я делаю? Сейчас вам по порядку расскажу, как я вот с тлей борюсь на розы. Только вечернее время. Днем это нельзя делать. Надо, чтобы раствор был как можно больше минут, не высыхал на листиках и на стволиках роз. Я готовлю такой раствор на 10 литров воды, мне этого раствора достаточно. Но если вам это много, на литр на литр можно вот такой раствор сделать. На литр воды я делаю 2 столовые ложки перекиси водорода 3% из аптечки и плюс 1 кофейная ложечка, самая маленькая ложечка нашатырного спирта 10%. Ну а так как у меня 10-литровая емкость, то я готовлю так. Добавляю в 10 литрах воды, растворяю нашатырный спирт 2 столовые ложки, советские 2 столовые ложки. Далее сюда же добавляю в эту воду перекись водорода 3% аптечная, 20 столовых ложек. 20 столовых ложек. Мне уже писали, что это много. Нет, это немного, это очень хорошо. Вот эта формула отлично работает. Обрабатываю растения. Ну, а до этого я еще одну вещь. Почему мало обрабатывать вот этими препаратами? Они работают сейчас. Единственное, что работает, биопрепараты не работают, холодно ночью. Они прекрасно справляются с задачей, с тем, что мы убираем. Я вот здесь уже обработала хорошо. Но у нас растут побеги. И снова же появляется тля. А тля появляется откуда? Снизу, когда ее заносят сюда муравьи, и муравьи себе разводят, это их питание. Поэтому самая главная задача, можно здесь обработать и дальше не обрабатывать через пару дней снова, потому что новые появятся, снова будут нарастать вот эти побеги новые. Поэтому смотрите, я что уже с 2014 года использую вот этот препарат Зиндам, он в шприце. Это белорусский препарат. Снова же не рекламирую, просто говорю о том, что мне нравится. Это против тараканов и мурах. Очень хорошая штука. Видите, очень удобно с ним работать. Что я делаю? Вот я иду вниз и просто-напросто вот сюда. Это такая, видите, жидкость. Потихонечку обработаю. Смысл этого всего препарата в том, что мы обработали, вот сюда немного, муравьи, это все сидят, оно там вкусно, на меде сделано. В общем, кто придумал эту формулу, молодец. Вот, они едят, несут в логовище, вот уже видите, комарик маленький, вот, и заносят там, где они живут, в свой дом, и, естественно, заражают других. Вот этим мне нравится, что этот препарат, и время действия намного дольше вот этих препаратов, которыми мы работаем. Потом и будут биопрепараты, но снова же, когда новые веточки появляются, получается, что муравьи снова будут нести и продолжать свою работу, им делать нечего. И вот нести будут сюда. А так как мы обработали внизу, мы убрали теперь путь муравьям, и, естественно, они уже сюда не будут. По крайней мере, месяц я не буду думать о том, что муравьи здесь снова будут разводиться. Это уже отмечено у меня и экспериментами проверено. Где-то вот месяц-полтора у меня спокойно никаких вредителей снизу муравьи не носят, потому что нету кому носить. Ну вот эта защита роз сегодня очень актуальна, потому что во многих регионах, так как и у нас, холодные, еще прохладные ночи, и дневные температуры бывают теплые, очень жаркие даже, как летом. Вот. И сейчас нужно вот эту защиту роз сделать обязательно, и сделать ее комплексную. И по листу с помощью вот этих 2 препаратов аптечных, и, естественно, вот этот препарат, целая формула Зиндам Рубит. Белорусы молодцы, что вот это сделали. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.